Одна голова хорошо, а две лучше. Сиамские близняшки Эбби и Британи Хэнсел из Америки уже больше 30 лет живут одной жизнью на двоих. Причем достаточно полноценной. Они занимаются спортом, работают, ходят на вечеринки и даже встречаются с мужчинами. Девушки срослись боками еще в утробе матери. Они относятся к так называемой группе сиамских близнецов-парапагов. Со стороны выглядят, будто у девушек одно тело с двумя головами. По их словам, им постоянно приходится объяснять людям, что они два разных человека, а не одна двухголовая девушка. У них два сердца, 4 легких и у каждой свой мозг, как головной, так и спиной. Но некоторые части тела им все-таки приходится делить. У них у каждой по своей руке и ноге, репродуктивные органы и печень также в одном экземпляре на двоих. Каждый контролирует свои конечности, и если прикоснуться, например, к руке Эбби, то Британи этого не почувствует. А вот желудки у них, наоборот, оказались на чужой территории. Там, где должен быть желудок Эбби, находится желудок Британи, и наоборот. Сестры себе покупают одежду в обычном магазине, но после этого перешивают, делая дополнительную прорезь для второй головы. У девушек разные вкусы. К примеру, Британи обожает молоко, а Эбби, наоборот, его терпеть не может. Интеллектуальные способности у них тоже разные. У Эбби ярко выраженные математические способности, в то время как ее сестра предпочитает искусство и гуманитарные науки. Близняшки закончили университет, по специальности учитель математики, и уже преподают арифметику в начальной школе. У них 2 диплома на двоих, но вот зарплата, увы, одна. Ведь зарплаты учителям рассчитывают по количеству уроков, а вести один урок они вынуждены всегда вместе. Также сестры регулярно появляются на телевидении в различных шоу и снимаются в фильмах. Рост Эбби 157 сантиметров, и она на 10 сантиметров выше сестры, поэтому Британи ходит либо на цыпочках, либо на каблуках. Так им получается сохранять баланс во время ходьбы. Сперва у девочек, конечно, возникали трудности с передвижением, но со временем они научились координировать свои действия. Сперва научились ходить, потом освоили более сложные способы, такие как катание на велосипеде и езда на автомобиле. Девушки пытаются договариваться между собой, и в большинстве случаев им это удается, но иногда возникают неразрешимые ситуации. Если у девушек возникает спор, например, как провести вечер, они подбрасывают монетку. Но в детстве они, как и обычные дети, решали конфликты совсем иным способом. Более агрессивная Эбби часто колотила сестру по голове. Девушкам часто приходит в голову одно и то же. Раньше их родителям и наблюдающим врачам казалось, что это просто из-за того, что девушки всегда вместе. Однако с возрастом все чаще возникали парадоксальные ситуации. Они часто говорят хором одни и те же фразы. Стоит одной девушке зевнуть, другая машинально прикрывает ее рот рукой. Врачи пришли к выводу, что чтение мыслей у сестер носит фундаментальный физиологический характер. Несмотря на то, что у каждой из сестер своя нервная система, некоторые ее участки плотно переплетены. Однако разделяться близнецы не планируют. По словам врачей, во время операции одна из сестер просто может умереть. По статистике, на 200 тысяч родов в мире приходится одна пара сиамских близнецов. Многие погибают уже в первые минуты самостоятельной жизни, и мало кто потом доживает до взрослых лет. На данный момент в мире зафиксировано всего 11 пар сиамских близнецов, которые достигли совершеннолетия. Первый знаменательный в истории случай – сиамские близнецы Чанг и Энг Банкер. Они родились в 1811 году в Сиаме, откуда и появился термин «сиамские». Братья переехали в Америку, где выступали в цирке, дружили с писателем Марком Твеном, прожили веселую и счастливую жизнь и скончались в один и тот же день в возрасте 62 лет.